Всем привет, друзья! Как работают сальники клапанов, они же маслосъемные колпачки, для чего они нужны и что будет, если они будут неисправны. Давайте разберемся. Вот передо мной ГБЦ стоит, вот направляющая, на которую надевается маслосъемный колпачок. Давайте перевернем ГБЦ и посмотрим. При работе ГБЦ в колодцах находится масло, и чтобы это масло не попадало в камеру сгорания, не стекало по стержню клапана, на направляющие втулки одеваются маслосъемные колпачки. Вот так сверху. Вот старая направляющая, вот так направляющая. Вернее, в направляющую входит клапан. И вот так сверху одевается маслосъемный колпачок, он же сальник клапанов. Клапан двигается. В направляющей есть зазор, хоть и минимальный. И вот сальник клапанов не дает маслу стекать через клапан в камеру сгорания. Если снять маслосъемный колпачок, видны ребрышки такие. И с помощью этих ребрышек он насаживается на направляющую втулку. Вот таким образом. Я сильно не буду его вдавливать, потому что его трудно будет вытащить. Вот так вот они работают в паре. В любом случае, со временем появляется выработка, начинает клапан ходить в направляющей, и масло через эту щель стекает. Если сальники клапанов вырабатываются, то они пропускают масло. Так вот, эти самые колпачки в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к повышенному угару масла и появлению сизого дыма из выхлопной трубы. Каждый клапан в двигателе оснащается своим маслосъемным колпачком. Причем способ монтажа может отличаться в зависимости от конструкции мотора. Маслосъемные колпачки – это не что иное, как обыкновенные сальники, основная задача которых – это не пропускать масло. Они также со временем могут потерять эластичность, могут затвердеть, как и многие другие сальники в двигателе, поэтому их нужно своевременно менять. Если выработка не совсем большая, не критическая, но есть, то замена сальников клапанов поможет. Они перекроют доступ к маслу, и все будет нормально. Двигатель не будет есть масло. Если направляющая клапанов имеет очень большую выработку, то замена маслосъемного колпачка, конечно, в некотором роде поможет. Масло будет стекать в камеру сгорания гораздо меньше, но это ненадолго. И плюс к тому, при большой выработке направляющих клапанов происходит износ как самого клапана, так и седла клапана. Так как клапан гуляет, он ходит, и быстрее седло вырабатывается. У многих водителей часто возникает такой вопрос: можно ли самостоятельно заменить маслосъемные колпачки? На большинстве машин работу по замене маслосъемных колпачков вполне возможно выполнить самостоятельно. Для этого потребуется лишь специальный съемник сухарей клапанов. Также понадобится динамометрический ключ для затяжки распредвала необходимым моментом. Но, как правило, умельцы вытаскивают старые маслосъемные колпачки обычными пассатижами и устанавливают новые круглой оправкой или накидной головкой. Тут все зависит от навыков и опыта. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.